Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Если вы попали сюда впервые, меня зовут Алина, и я помогаю студентам русского языка погрузиться в культуру и язык с помощью живой и понятной речи. Вы уже можете поставить лайк на это видео, не тянуть до самого конца, потому что в конце вы можете об этом забыть, а я вам об этом поэтому напоминаю. А мы устраиваемся поудобнее и этим прекрасным летним вечером, пытаясь согреться горячей чашечкой чая и теплой кофточкой, потому что в России летом не всегда бывает тепло, поговорим об одном из основных символов русской культуры – матрешке. Итак, первых матрешек стали создавать в России еще в конце 19 века. На тот момент стал популярен так называемый русский стиль. Это направление в архитектуре, которое основывается на русском национальном зодчестве до Петровской эпохи. Посуду, предметы интерьера, быта стилизовали под древнерусские изделия. А в Москве и Петербурге даже открывались мастерские, которые восстанавливали старинные украшения, одежду, игрушки и так далее. И несмотря на то, что матрешка кажется уже довольно древним предметом, на самом деле ей всего-то около 130 лет, что не так уж и много. Традиционно матрешку выполняют из дерева и разрисовывают в виде русской девицы в национальном одеянии и платком поверх головы. Внутри классической кухни может находиться еще несколько маленьких копий. Их количество может варьироваться, но рекордсменом стала матрешка, внутри которой было 72 куклы. История появления знаменитой игрушки довольно любопытна. Создателями игрушки считаются токарь Василий Звездочкин и художник Сергей Малютин. Но про Сергея Малютина официальных подтверждений нет, и поэтому в основном фигурирует имя Василия Звездочкина. По словам самого Звездочкина, он увидел какую-то подобную фигурку в одном из журналов и решил сделать ее подобием. Получилась в итоге матрешка. Изначально она была целостной, то есть ее нельзя было открыть и положить туда еще несколько кукол. Это была целостная матрешка. Но потом он ее решил переделать и как раз таки сделал такой, в которую можно было поместить еще 7 кукол. Самая большая из них изображала девушку с петухом в руках. Среди них также были девочка с караваем, брат с сестрой и младенец. То есть это была не просто одна женщина разных размеров, но это были разные персонажи. Последняя неразборная часть – младенец в пеленках. Таким образом, первая матрешка была матерью многодетной семьи, и отсюда пошло ее имя – Матрена, которое в переводе с латинского означает «мать семьи». А немного позднее его изменили на матрешку. В основном матрешек изготавливали из 3, 8 или 12 элементов и изображали девушек в традиционных костюмах с платками на голове. Также изображали их занятия в тот или иной промежуток времени, а также сказочных или исторических персонажей. Впервые мир матрешку увидел в 1900 году, когда ее отправили на выставку в Париже, где она заняла 3-е место, и оттуда обрела свою популярность. Сделать матрешку довольно трудоемкая задача. Она проходит несколько этапов, и как минимум нужно, чтобы дерево, из которого изготавливают матрешку, просушилось около 2 лет на свежем воздухе и набралось прочности. Сначала создается заготовка самой маленькой, неразборной куклы, и потом постепенно доходит до самой большой. В первую очередь матрешки делают голову, а затем туловище. После этого ее шлифуют, сглаживают все неровности, чтобы потом краска ложилась ровненько. И потом начинается самый интересный момент – это роспись. Расписывают матрешку вручную, и поэтому найти одинаковых матрешек, наверное, невозможно. И несмотря на то, что матрешки могут быть похожи между собой, каждая из них оригинальная. А после росписи изделия покрывают прозрачным воском или лаком, чтобы краска не облизала. И хотя Василий Звездочкин утверждает, что он не видел ранее подобных фигурок, у матрешки, кажется, есть прототип. Сама идея вкладывать одно изделие в другое
берет начало в Китае и Японии в 17-18 веках, а некоторые историки считают, что еще раньше. И в Японии подобные игрушки называются фукурума, но изображена на них не девица, как русская матрешка, а святой мудрец Фукурума, которого считают богом удачи. Между ними, конечно, есть отличия, но считается, что идея матрешки была позаимствована именно оттуда. В настоящее время выбор матрешек огромен, на любой вкус и кошелек. И сейчас матрешек расписывают не только в виде девушек в традиционном одеянии с платками, но и в виде различных исторических, политических деятелей, сказочных персонажей, персонажей фильмов, кино, все что угодно. Что касается классической матрешки, на данный момент существует 5 видов, которые в основном отличаются стилем росписи, количеством и формой. А основные центры производства этих матрешек находятся в Московском и Нижегородском регионе и в Кировской области. Вот такая вот история. У кого-нибудь из вас есть матрешка в доме? Может быть, вы приезжали когда-нибудь в Россию и купили себе в качестве сувенира матрешку? Напишите об этом в комментариях. Ставьте лайк на это видео, если оно вам понравилось. Если не понравилось, посмотрите какое-нибудь другое мое видео. Их здесь уже целых 19. Наверняка что-то да понравится. И подписывайтесь на канал, потому что мне очень хочется много подписчиков. А еще у меня к вам есть небольшая просьба. Иногда, редко, конечно, но бывает, у меня приостанавливается поток идей, и я провожу много часов за тем, чтобы придумать тему для следующего видео. Поэтому, если у вас есть какие-то предложения, я буду очень благодарна, если вы ими со мной поделитесь. Прощаюсь с вами, как всегда, до следующей недели. Благодарю за просмотр, особенно тех, кто досмотрел до этого момента. И пока-пока! Холодный, не согреешься уже.